17 часов московское время. Всем здравствуйте. Это YouTube-канал «Популярная политика» и программа «Честное слово», у микрофона Нинор Сибашвили. И прежде чем мы с вами перейдем к разговору с писателем и поэтом Дмитрием Быковым, я напомню, что в описании, как обычно, они никуда не делись, некоторые полезные ссылки. Поэтому, пожалуйста, пока вы будете нас с Дмитрием Львовичем слушать, ознакомьтесь и с этим списком тоже. Также я попробую в очередной раз найти какие-нибудь интересные вопросы в чате, поэтому ваша активность будет только приветствоваться. Ну а самые интересные вопросы, безусловно, прозвучат у нас в эфире. Я готова поприветствовать Дмитрия Быкова. Я надеюсь, что он видит и слышит нашу студию. Дмитрий Львович, здравствуйте. Здравствуйте, Нино, здравствуйте всем. Можно ли поздравить вас с тем, что вы по факту запрещенный в России писатель? Ну, вы, безусловно, правы с глаголом, с этим, конечно, надо поздравлять. Я, насколько знаю, писатель пока не запрещенный. Во всяком случае, мои издатели мне сказали, что их позиция тверда, и они продолжат со мной сотрудничать. Что касается Елены Ямпольской, ну, здесь я даже не знаю, в какой степени здесь некоторая любовь к моей литературной славе, потому что, конечно, реноме поднялось чрезвычайно. Я думаю, что не только у меня, но и у Акунина, Глуховского и Парфенова. А с другой стороны, возможно, здесь некоторая писательская ревность. Она подписывает сама, и, может быть, ей хочется как-то подвинуть на литературном Олимпе меня и остальных. Я совершенно не против того, чтобы ее книги издавались шире. По крайней мере, будет понятнее, с чем мы имеем дело. Но ко мне, во всяком случае, интерес многократно возрос. Мне многие написали из Москвы, что спешат скупить еще остающиеся в магазинах. Знаете, вот тут как раз в Инстаграме уже появился скриншот, я не могу верифицировать, но это такой кусочек беседы, где взволнованная мама пишет сыну, надо ли ему купить условного Акунина, потому что его из книжных убирают. Ваша позиция звучит весьма пацифистски, то есть вы готовы подвинуться на полке и поместить туда произведение Ямпольска. Как вам такое соседство? Два соображения. Соседства никакого не будет, или я, или она. Мы стоим на разных полках, да, как сказано у Маяковского, перефразируя, вы на «Б», а я на «Я». Так что все по-разному. Два соображения. Во-первых, все мои тексты с моего благословения есть в интернете. Я всегда был горячим сторонником книжного пиратства. Пусть меня читают лучше бесплатно, я все равно за это много не получу, но пусть эти тексты будут доступны, широко обсуждаются и вообще не выходят из читательского круга зрения. Это первое. Второе. Я хорошо помню 70-е годы. Я хорошо помню, как на одну ночь давали Стругацких или Аксенова. Я хорошо помню, как был анекдот замечательный, чтобы школьник прочел «Войну и мир», надо дать его на одну ночь перепечатанным от руки. И, как правило, читали. То есть нет большего пиара для писателя, нежели запрет. Почетно быть твердимым наизусть и списываться тайно и украдкой, сказал Волошин. Ну, а стихи русские вообще, как доказал Михаил Гронос, они настолько мнемоничные, они в рифму, их и так все держат в голове. Так что ничего у них не выйдет, кроме роста нашего писательского реноме. Да и не будут они ничего запрещать. Увидите, все будет на полках. Тут как раз вопрос в чате. Лиля пишет, что не читала ваши книги. Можете посоветовать, с чего начать? Если вам до 20, то с «Эвакуатора», если после, то с «Квартала», если после 50, то с «Орфографии». Я надеюсь, что самые бдительные зрители и слушатели выписали это в отдельный список, и потом в комментариях к трансляции его опубликуют, а мы даже попробуем закрепить. Знаете, у нас как будто бы в чате такая небольшая конференция начинается. Почему бы и нет? Давайте попросим наших зрителей задавать вопросы вам. Моих хватит на вторую половину программы. Мансур Гатаулин. Вопрос к вам, Дмитрий Львович. Откуда вы берете смелость говорить в России то, что практически запрещено? Это не смелость. Вот, понимаете, много раз я хочу повторить, это не смелость. Это довольно очевидные вещи, понимаете? То есть для диссидентов 70-х годов требовалась энергия прозрения. У них была идеология, через которую надо было продраться. Я был лет, наверное, до 10 довольно советским мальчиком, пока не начал интенсивно читать СМС. А что касается сегодняшних, то здесь идеологии нет. Здесь есть потуги настолько беспомощные, что, как бы, понимаете, не нужно особой храбрости и особой
интеллекта, чтобы это опровергать. И всегда же видно, на чьей стороне вранье. И более того, замечательный недавно появился афоризм: если вы хотите узнать, где фашизм в России или Украине, попробуйте выйти с плакатом «Нет фашизма» и посмотреть, где вас быстрее возьмут. Это очень справедливое развлечение. Страна, которая запрещает все время, то запрещает наше с вами «Эхо», там, разгоняет «Новую газету», стоп-листы держат на телевидении, такая страна по определению не права. Нам скажут: а вот убили Олесю Бузину. Но если сравнить Олесю Бузину с теми, кого убивали за последнее время в России, как убивали, если, вот видите, даже сын негодует, если пронаблюдать то, что делают сейчас с Кара-Мурзой, да и вообще в целом всю стратегию, кажется, становится понятно, на чьей стороне правда. Я уже не говорю о том, что говорить правду в сегодняшней России для писателя – это в некотором смысле обязанность, потому что если ты начинаешь говорить, например, что-то, не соответствующее твоему темпераменту и мирозрению, ты сразу проваливаешься литературно очень сильно. Это вранье всегда вылезает. Вот сколько моих талантливых друзей упало в эту бездну. Страшно смотреть, что с ними сделалось. Вопрос от Валеры Малинина. Скажите пару слов о Тарасе Шевченко. Интересно ваше мнение. Тарас Шевченко – великий поэт, бесспорно, создатель нескольких новых литературных форм, новой литературной строфы, впервые опробованной в Гайдамаке. Ну и кроме этого, вдохнувший абсолютно вторую жизнь в жанр поэтической баллады. Я всегда очень высоко ценил поэтический нарратив, повествование, рассказ, потому что сюжет стиху отнюдь не вредит, он как бы придает ему мускулатуру. Ну и не говоря о том, что Тарасу Шевченко как лирику присуще высокое отчаяние, когда либо я буду жить так, как я хочу, либо не буду жить. Вот эта готовность к литературному и человеческому самоубийству, готовность все поставить на карту, предельность ощущений делает его, конечно, поэтом огромного масштаба. Я-то больше всего люблю именно поэмы, потому что для меня он эпического склада человек. Но надо сказать, что Кобзарь в свое время меня впечатлил весьма сильно, кое-что я даже переводил лет 12. И тогда последний пока на данный момент вопрос из чата. Мы обязательно продолжим. Я вижу очень большую активность. Да, безусловно. Руслан Макаров, какую книгу посоветуете прочитать при нынешних событиях? И вот мы как раз к книгам и вернемся. Знаете, исходя из того, что происходит в России сейчас, повесть-сказку Веры Пановой «Который час». Панова при жизни не смогла ее публиковать. Это ее первая вещь большая. Она написана, когда Панова находилась на оккупированной территории, кстати, как раз в Украине. Поразительной силой повесть. Когда ее посмертно в 1982 году напечатали, она меня в новом мире глубоко перепахала. Вера Панова «Который час». И давайте к книгам, раз уж было обещано. Я все вот, понимаете, вот слова Ямпольской произвели на меня очень большое впечатление. Абсолютно. Потому что понятно, что Дмитрий Быков большой, сильный, он справится, как я думаю, и Борис Акунин, и Леонид Парфенов, и Дмитрий Глуховский. Но, понимаете, речь же в целом о книгоиздании. То есть буквально, если не руками Ямпольской, то чьими-то еще руками государство теперь начинает впрямую, бесстыдно, бесстыже бороться с книгами. Видите ли вы в этом начало чего-то серьезного, большого, или это просто какая-то такая шелуха, опилка времени? Нино, эпоха должна дойти до эстетического совершенства, до законченности. Если не будет книжных костров, полноценный образ фашизма не достроится. Нужно запрещать книги, нужно выдавливать из страны или из публичного пространства всех несогласных. Нужно дойти до невероятного градуса абсурда во вранье. Сейчас перед ними стоит бессознательно, они этого не сознают. Но Бог их руками достраивает сейчас эту картину до шедевра. И я все время вспоминаю стихи «Юный морец», «Одиночество, картину до шедевра довести». Вот здесь, что называется, одинокая страна по Кантору, и эту картину, этой изоляции нужно довести до такого действительно замкнутого совершенства, чтобы мышь не проскочила, муха не пролетела, чтобы ножа не всунуть. Это
должен получиться законченный вакуум. И тогда к этому нельзя будет вернуться. Я против любых гибридностей. Понимаете, вот, кстати, очень многие говорят, что худой мир лучше доброй ссоры. Наверное, в политике да. Но вот в отношениях нет. В отношениях я их рвал всегда, как только что-то проскочило. Потому что дальше они будут гнить. Вот здесь гнить больше нельзя. Здесь нужно порвать окончательно с образом будущего. Нужно построить чудовищного монстра, иначе этот монстр не рухнет. Знаете, мне сейчас страшно вас было слушать. Как бы мы не нарисовали портрет Дориана Грея, который уже в конце книги, а не в начале. Да, вы совершенно правы. Мы рисуем его. И самое удивительное, ведь если помните, в книге он рисуется сам. Его как бы рисует Бог. Картина дорисовывает сама себя. Я не могу сказать, что и сегодняшнюю Россию ада, условно говоря, кто-то строит, что образ этого ада есть в голове у Путина, у Патрушева, у Елены Ямпольской, прости господи. Нет. Это именно вот мы наблюдаем, что Клива сама садится к холсту и сама пишет. Вот это действительно, они же никогда не жили при настоящем тоталитаризме. Ямпольская младше меня. Но у них в голове присутствует какой-то вот образ, им подсказывает Бог в данном случае. Он их толкает как можно дальше в сторону зла, чтобы их можно было ставить в пример, чтобы исчезли последние сомнения. Я же говорю, что история в России предельно наглядна всегда. Вот наглядность всего, что делает сегодня Дума, всего, что пишут сегодня сторонники ЗЭТ и так далее, она зашкаливает. Этого нельзя уже не увидеть. Поэтому потом у них уже будет только одна отмазка. Это мы нарочно, чтобы вы быстрее прозревали. Эту отмазку мы примем с удовольствием. Дмитрий Львович, но если мы говорим с вами о российской истории, неужели для наглядности не хватило Сталина? Нет, не хватило ни но. Сейчас я буду опять цитировать Юну Морец, которая сказала, что благодаря вам Сталин стал кристаллен. На фоне современной российской власти Сталин, во-первых, интеллектуал, во-вторых, нонконформист, поскольку все-таки у него был опыт революционера, и в эксах, как мы помним, он был довольно большим профи, а грабил лучше многих. Ну и, наконец, понимаете, я вообще-то не сталинист, но просто я сейчас читаю курс «Сталин в советской литературе» от ангела до демона. Англоязычный, правда, курс, и им это жутко интересно. И вот я замечаю, он был привлекательной фигурой. Я когда-то Родзинского-старшего, теперь уже надо это говорить, поскольку сын его Олег едва ли не более известен, но я помню, как я Эдварду Станиславовичу сказал: а что это вы бросили писать «Апокалипсис от Кубы»? Вы же сказали, что это работа на 10 лет. Он сказал: на 8-м году я понял, что я начинаю ему сострадать. Он стал мне понятен, я начал ему сочувствовать, его обаяние подействовало на меня. После этого я понял, пора завязывать, я остановлюсь на его точку зрения. И там есть в книге места, где видно, как он пишет от лица его друга, у меня даже пошли его интонации, и становится на его сторону. Это видно, это обаяние заразительно. Мне Юрский говорил, я сыграл 3 спектакля со Сталином по пьесе Друца и бросил. Я понял, что я становлюсь им, я ощутил его космическое одиночество, и мне стало его жалко. У Сталина были, как это не ужасные черты, выгодно отличающие его от Путина. Я тут, знаете, придумал новую историю неплохую. Вот мы говорили с Пашей Щелиным, вы его знаете, это замечательный украинский историк. Что сейчас происходит? В 90-е годы Сэм и Фродо, ну, условно говоря, Ельцин и некоторая часть его окружения, несли кольцо на гору с намерением бросить его в Радруин. По случаю этого похода, по случаю несения кольца, Ельцин тоже портился, как Сэм, как Фродо, как оба они. Он тоже все больше проявлял в себе черты кольцоносителя, кольцовладельца. И он почти бросил, но тут выбежал Горлум и откусил палец. Вот сейчас мы наблюдаем удивительную картину. Полет Горлума в бездну. Палец у него в зубах, кольцо у него, но он уже летит. Сколько ему лететь, посмотрим, но то, что он уже прыгнул, это факт. А мы с вами не летим вместе с ним? Нет, что вы. Мы с вами, в зависимости от того, вы эльф, наверное, я гном такой бородатый, толстый, но мы пока жители Средиземья, которые в ужасе смотрят, как Горлум летит с пальцем. Это вообще с его стороны подвиг, чего он не понимает. Но Сорокин совершенно прав. Он, когда еще в Телурии, не самом удачном романе, но довольно точном прогнозной части, прогностической,
Он же говорил Путину, все будут благодарны за то, что он нашел в себе силы эстетически завершить проект. Он его завершил. Вот он летит. Сколько он будет лететь, мы не знаем. И больше того, самое страшное, мы не знаем, что будет с кольцом в этом огненном потоке. Оно может тихо раствориться, а может громко взорваться. Судьба Горлума при этом уже не очень важна. Знаете, я до сих пор под впечатлением вашей первой метафоры, когда мы все заперты в рамках одной и той же картины, и мы можем быть разными внутри этих рамок. Но как бы ни получилось, что все закончится только с уничтожением не только Горлума и кольца, которое падает в огненную лаву, но и всей картины целиком. Нет, я вот, знаете, к таким эсхатологическим обобщениям я не склонен. Я не могу вам объяснить. А вот в чем дело. Понимаете, у так называемых патриотов, почвенников и антилибералов у них есть такая концепция, такая картина мироздания, что Россия, она предназначена, именно как говорил Константин Крылов, бросить ее как бомбу в пасть дьяволу. У них эсхатологическая картина мира, мир конечен, мир неудачный проект, человек – это существо, где нарушен баланс огня и глины по Леонову, человечество надо уничтожить, и лучшей кандидатуры, чем Россия, для этого не найти. В этом были единогласны и Дугин, и его многочисленные предшественники вроде Генона, которые говорят о вырождении человечества, об эре титанов и так далее. Но у меня нет такого ощущения. Я думаю, что человек-проект очень удачный. Человечество поэтому Богу и интересно. Поэтому никто его уничтожать не будет. Но когда на нем заводится раковая опухоль, лучше, чтобы эта раковая опухоль сожрала сама себя. Тут есть другой риск, понимаете, всегда же вот этот рак заразен, потому что если Россия заразилась очень многим от Германии во время войны и перешла к абсолютному национальному самообожанию уже к 1948 году, и к антисемитской кампании тоже, кстати, вопрос, что будет с Украиной. Она сейчас оперирует этого больного. Что будет с ней? Большой вопрос, потому что в Украине очень сильна ненависть к русскому, очень, я понимаю это как никто, очень сильные разговоры, больше никогда, запретить, упразднить и так далее. И я сильно боюсь, как бы там военные, придя к власти, не радикализировали общество. Но Бог даст, обойдется, потому что пока они справлялись. На самом деле, вы, Дмитрий Львович, далеко уже не первый человек, кто высказывает эти подозрения, и хочется, конечно, не то чтобы подозрения, скорее опасения, и хочется, конечно, их от себя гнать, Да. но можно ли сейчас тогда что-то с этим сделать? Можем ли мы со своей стороны что-то сделать? Нет. Судя по количеству писем, которые я получаю из Киева с приглашениями приехать, из Одессы даже, которые сейчас под огнем, в общем, это, конечно, для меня некоторая надежда. Но, понимаете как? Сделать можно одно. Можно посильно спасать честь русской культуры, русской оппозиции, русского сопротивления и так далее. Не дать отождествить Средиземье с Горлумом. Не дать отождествить Россию с Ямпольской. Но мы над этим работаем. Они, конечно, сопротивляются, и они понимают, что их время ушло. Тут же, понимаете, вот у человека есть в жизни две возможности. Либо сделать какое-то добро, это трудно, это требует усилий. Либо так хлопнуть дверью, чтобы тоже войти в историю, чтобы в этом было нечто величественное в самом масштабе пука, который ты производишь. Вот они произвели пук настолько масштабный, что просто его зловоние будет тянуться очень долго. Это Геростратов такой комплекс. Если я не могу построить храм, так я его подожгу. Какой храм они могут построить, мы уже видели. А как они его поджигают, мы тоже видим. Значит, у нас есть только одна надежда – не дать им окончательно заморать русское. И, собственно, этим, хочется надеяться, мы и занимаемся в прямом эфире программы «Честное слово». Вы понимаете, вот я каждое утро я задаю себе вопрос, имеет ли смысл писать то, что я пишу. И понимаю, имеет. Да? Даром, что я пишу сейчас английский роман, что уже вызвало какой-то удивительный такой припадок злорадства одного престарелого литературного критика, очень плохого, кстати.
Сергей Иванович, вы поняли, что я говорю о вас, Чуприниным. Так вот, я к тому, что, если вы не поняли, я вам объясню. Злорадство ваше, а может, это было не злорадство, я не знаю, может быть, это вы радуете, что русская культура продолжается в таких формах. В любом случае, меня ваше мнение не очень сильно волновали и раньше. Но сейчас я просто хочу сказать, хотя я сейчас пишу английский роман, при всех моих попытках сделать его абсолютно интернациональным, это получается русская книга, наполненная русскими чувствами, страхом бесприютности, осенней тоской, ощущением затравленности и гонимости. Там, собственно, история о том, как мир преследует двух влюбленных, я с ужасом замечаю, что эта история у меня везде. Это русская история. И даже если я буду писать на любом африканском наречии, я все равно буду писать русскую книгу. Вот в этом, конечно, ужас. Так что никуда мы не идем. Что Дмитрий Быков, который провозгласил прямоту своей новой идеи, придерживается, стратегии придерживается, абсолютно, называет своими именами и вещи, и своих людей. Друзей, своих недоброжелателей, мне это уже все равно, честно говоря. Давайте тогда... Вы, собственно, вы первые заговорили и про фашистскую Германию. Останемся на этой теме. Уже, понимаете, уже не неловко сравнивать, просто аналогия совершенно очевидна. ФСБ России обнародовала новые архивные материалы о самоубийстве Адольфа Гитлера в конце апреля 1945 года. Там в целом выяснилось, что конкретно происходило. Это документы допроса одного из приближенных, пилота, если я не ошибаюсь. Да, летчик. Есть в этом как будто бы, знаете, вот то ли совпадение, то ли не совпадение. Вы понимаете, во-первых, почему именно сейчас было принято решение о публикации этих архивов? А вот это еще один пример того, как Господь ими рулит. Они-то думали подать такой совет Зеленскому. Но первая мысль при чтении, понимаете, возникает не о Зеленском. К тому же бункерные аналогии совершенно понятные, к тому же конец апреля. К тому же некоторые события, не буду о них говорить, события, которые заставили увидеть еще одну аналогию между судьбами двух диктаторов. Подождите, какие события, Дмитрий Львович? Мы только что говорили про новую стратегию прямоты. Давайте без загадок. Что вы имеете в виду? Я имею в виду откровенное совершенно нежелание Запада применять санкции против ближайшего окружения Владимира Путина. Сказано, он может разозлиться. Вы про Алину Кабаеву. Не только про нее. Там много кандидатов. Но я вижу, что ближайшее окружение остается самой болезненной темой. Видимо, его приберегают как последний сигнал. Но для нас, по-моему, совершенно очевидно, что единственная надежда, которая на то, что может остановить Владимира Путина от ядерного удара, это родня. Ясно, что на ближний круг там оглядки не будет. Гори, все со мной. А вот насчет родственников, мне кажется, жалко. Этих женщин, помните, как их назвал президент, жалко. И поэтому вот здесь есть какая-то надежда, или люди уже действительно увидели на Западе, что грядет бункерный сценарий, самоубийства из бункера. Я думаю, что публикация вот этих документов, она осуществилась по глупости, в общем, потому что аналогия слишком очевидна. Но их руками в момент этой публикации, конечно, водил Бог. Потому что первая аналогия, которая проступает, это диктатор, запертый в бункере, и, как говорили в советском анекдоте, мучительно оттягивающий свой конец. Вот это мы наблюдаем. Есть надежда, может быть, что человеческий фактор в последний момент остановит это. Знаете, в этих документах, там частично их цитируют разные издания, там буквально до степени смешения, как будто бы когда-то бывший великим фюрер, он осунулся, весь постарел сразу, начал трястись, и руки у него тряслись, и вот как-то он... А человек всегда отражает состояние страны, это очень заметно. Как-то, вспоминается вот эта последняя фотография, где Владимир Владимирович сидит, вцепившись в стол. Давайте, знаете, вот про бункеры хотела я с вами поговорить. Как будто бы, понимаете, это уже не совпадение, как будто бы это какой-то символ. Можете ли вы назвать его символом? И если да, то можете ли вы проанализировать, так сказать, бункер в истории диктаторов и в истории России?
Видите, любая диктатура всегда надеется, что общие законы, исторические, литературные, композиционные, ее не коснутся. Что вот у нас не получилось, там, или у предшественников не получилось, но теоретически, может быть, у кого-то получится. Это вечная надежда построить вечный двигатель, да, на который не действует сила трения. Значит, любая диктатура обречена на репрессии, внешнюю изоляцию, эсхатологическую войну, войну предельную и самоуничтожение. Эти этапы очевидны, общеизвестны. Может быть, беда в том, что они пока недостаточно подробно описаны. У нас как бы нет учебника по судьбе диктатур, хотя вся литература 20 века нам здесь подмогает. То, что такая война не обойдется без последнего шанса, без ядерного оружия, на мой взгляд, довольно очевидно. То, что путинская диктатура не могла выжить без войны, тоже очевидно. Война прорисовывалась на всех путях, об этом в разное время писали разные люди, там в диапазоне от меня до Переслегина. И, прости господи за такой ряд. Ну и, естественно, такая война и такая диктатура не обходится без финального пароксизма репрессий, когда будут хватать кого угодно за выражение недостаточно восторженного мнения, за глаза, в которых читается сомнение. Это неизбежные вещи, и финальное самоубийство страны тоже неизбежно. Вопрос, как страна будет воскресать и в какой степени она готова с этой смертельной карусели соскочить. Пока, как мне кажется, прозрение идет даже опережающими темпами. Скажите, а мог ли Гитлер закончить свою жизнь иначе? Вот с точки зрения исторической какой-то справедливости или развития, может ли такой человек, как Гитлер, закончить иначе? Ну, понимаете, по Щеглову главная цель всякого маньяка – самоубийство. Максимальное действие, на которое он способен – убить себя. Это всегда так. Но самоубийство бывает разным. Он мог теоретически попасть в русский плен, мог попасть в плен американский. Нюрнбергский процесс применительно к нему был бы неизбежен все равно. Но он вот предпочел такое офицерское самоубийство, хотя там тоже не очень понятно, что он делал. Как бы нам не угодить в реабилитацию нацизма, но мы не знаем, что конкретно с ним произошло. Его ли пристрелили, он ли отравился, он ли застрелился. Насколько я помню, все-таки он нашел в себе силы застрелиться. Но в любом случае формально это был бы конец. Другое дело, что в последний момент у них иногда может дрогнуть рука. Это когда они других убивают, они спокойны. А вот насчет себя можно было подумать. Своей смертью он умереть не мог. Это очевидно. А вот я думаю, что и Сталину помогли. А вот варианты конца были разные. Я вполне не исключаю, что он мог достаться Сталину, быть посажен в клетку и объезжать в таком виде разрушенные города Советского Союза. Это был бы прекрасный финал. Может быть, это несколько охладило бы горячие головы в сегодняшней России. В этом вы совершенно точно, во всяком случае, первооткрыватель, потому что люди, которые... Такого варианта нет. Где Сталина была взять Гитлера живым и в клетке возить по разрушенным городам Союза. Нельзя отказать ему в некоторой эстетической убедительности. Это действительно так. Мы, собственно, и в наших с вами эфирах не раз говорили, что смерть, как правило, не ставит точку, она как будто бы приостанавливает. Да, смерть не самое страшное, что может случиться с человеком. Это правда. Но раз уж тоже у нас на столе появилась карта Третьей мировой, ядерного удара и всего остального, я не знаю, следите ли вы, например, за сотрудниками пропагандистских телеканалов, но в частности, вот, например, Маргарита Симонян последние несколько дней очень активно как будто бы навязывает эту повестку о том, что Третья мировая неизбежна, что насколько... Да, но она сказала, или наше поражение, видите, до чего у них дошло. Они очень откровенные ребята, и когда-нибудь за это им будет, по выражению Путина, скощуха. Они очень откровенно обо всем говорят. Ситуация действительно такова, что на карте стоит существование России. Они это поняли. Мало того, что война не оказалась легкой прогулкой, оказалось, как они любят говорить, они выучили слово «экзистенциально». Мы экзистенциально не можем проиграть. Переводя это на русский, мы сущностно не можем проиграть. Наша сущность не терпит идеи поражения. Значит, так сказать, победа или смерть, сразу можно честно, ребята, или смерть. Потому что с моральной победой и со стратегической победой тут уже ничего. Вопрос в одном, как это или смерть будет обставлено. Захотят ли взять с собой всех, стремятся ли по Веллеру
к максимальному абсолютному действию, или сработают какие-то внеэстетические факторы сбережения себя. Но Симоньян, про него правильно сказали, она озвучивает не свои мысли, она озвучивает голоса в их головах. Вот у них в головах сейчас такие голоса. Действительно, для России будет страшным унижением не выиграть у Украины. Для этого выдумывается концепт, что мы воюем не с Украиной, а со всем НАТО, а в лице НАТО со всем западным миром, а в лице Запада со всем миром, кроме России, а в лице мира с Богом. Мы воюем с Богом, который нас предал, который пошел против нас. Он от нас отвернулся. У нас все так хорошо получалось, а тут вдруг перестало. Так не доставайся же ты никому, бабах. Вот есть какая-то такая надежда, что им не хватит пороху доиграть эту роль. Но если они попробуют, ну что же, надо смириться с тем, что великая цивилизация самоуничтожилась. Надеюсь до последнего, что это все-таки скорее их влажные маньяческие мечты, нежели реальность ближайшего времени. Знаете, вас и в чате много спрашивают. Вот Рустам Кадыров. Дмитрий, как думаете, нажмет или нет? Боитесь этого? Не боюсь. Нам-то что? Как было у Твардовского. Твардовский же написал об этом очень хорошие стихи. Пожили, водочки попили, будет уже за глаза. Жалко, как в песне той дед тушит. Да? Ну, потом, понимаете, все-таки, конечно, это не будет концом мира. Ну, в Австралии кто-нибудь уцелеет. И потом, знаете, есть надежда, что масштаб личности все-таки не тот. Вот когда я, помните, люблю очень цитировать этот абзац из повести Нилина «Жестокость». Трудно было поверить, что такая тщедушная личность, как Узелков, мог доконать такого человека, как Венька. Да? Трудно поверить, что такие тщедушные личности, во главе с самой тщедушной, доконают такой проект, как «История человечества». Не бьется, не получается. И меня только равный убьет. Этот равный очень еще не на подходе. Знаете, я как раз, я думала, что вы сейчас вернетесь к той части нашей беседы, где вы говорили про Эдварда Радзинского и Сталина, что хватило 8 лет, чтобы Эдвард Радзинский проникся, очаровался и, возможно, даже влюбился. И в ужасе закончил книгу, да. А мы за 20 лет, вот мы влюбились, мы очаровались. Мы, может быть, не конкретно мы с вами, а вот граждане Российской Федерации. Что это за чувство? Ну, какой прекрасный вопрос. Нет, объясню почему. Давайте. Видите ли, если бы у него был хоть один талантливый пиарщик, а не Сурков с самого начала. Сурков, он человек умный, но не талантливый. Это его трагедия. Хотя у него есть замечательные догадки. Но при этом, вот будь у него хоть один человек такого класса, как тот же Щелин, который бы ему придумал концепцию. Я про Арестовича даже не говорю, потому что это для них слишком авантюрная фигура. Но если бы они допустили талантливого пиарщика, если бы они раскрывали Путина, как начали его раскрывать Геворкян и Колесников в книге «От первого лица», но ведь Путин, придя к власти, немедленно закрылся, заэкранировался, закуглился, то есть он перестал пускать в свою жизнь кого бы то ни было. Ни открытости, ни рискованных авантюр в духе Зеленского, там, прогулка с Джонсоном по улицам, ни каких-то исповедей, ни рассказа о семье, ни рассказа об убеждениях, тем более, что убеждений нет. Полная интеллектуальная нагота, да, полная нищета. А если бы у Путина были талантливые люди, они бы могли сделать так, что его бы полюбили, что, по крайней мере, в мире кому-то он бы стал больше нравиться. Пока он нравится только реднекам. Мне кажется, он тоже замечательные люди, но это все-таки специфическая категория. В России нет реднеков. Поэтому у меня такое ощущение, что как бы там стоял на входе фильтр для талантливых людей. Многие сейчас например, вы бы сами хотели быть личным пиарщиком. Нет, боже упаси, у меня была бы такая возможность. Но я-то знаю, что им нужны бездарные. Бездарные им нужны для того, чтобы сделать бездарность своим манифестом, своим знаменем, своим символом. Они серые, сейчас они почернели. Им надо быть серыми. Они не потерпят соседство талантливых людей в своей среде. Поэтому полюбить Путину страны шансов не было. Полюбили не его, а то, что в него вчитали, вдумали, и сейчас наглядно убеждаются, он не то. Про соседей, Дмитрий Львович, и про друзей
Может быть, про сторонников, соратников или тех, кто не блещет талантами так же, как и они. 9 мая. Представляете, Владимир Путин будет принимать парад в полном одиночестве, возможно, в том самом одиночестве, которое вы тоже упоминали в контексте Сталина. Конечно же, Дмитрий Сергеевич Песков поспешил всех успокоить, просто не приглашали никого, понимаете? Дата не круглая. Поэтому будем вот этот праздник, наш праздник, святой праздник для всей России, для всех россиян, встречать вот в такой вот компании. Что скажете? Есть ощущение человека, накрывшего последнее в своей жизни пиршество и сидящего за столом в полном одиночестве. Знаете, то ли как последний лицеист, который с тенями чокается, хотя это для тоже Горщаков слишком лестное сравнение, то ли как скупой рыцарь, пирующий над своими сундуками, то ли как римлянин перед самоубийством. Ну, в общем, есть ощущение последнего праздника. С 9 мая ничего не случится, оно никуда не денется. А вот путинские праздники 9 мая, такие роковые, трагические, унизительные, этого больше не будет, конечно. Мы будем отмечать 9 мая всегда, пока мы живы. Но мы будем отмечать его не по-путински. Ни парадами, ни угрозами, и не разговорами о своей исключительности, о том, что мы в одиночку спасали мир. Мы его спасали не в одиночку. Вот вообще вся эта парадигма на наших глазах заканчивается. Наступает другая, более цивилизованная, более скорбная, более достойная. Я, понимаете, одного боюсь. Я все время сейчас об этом говорю. Россию нельзя ставить в слишком униженное положение. Если ее начнут третировать так же, как третировали Германию после 18-го, после Версаля, вот это мне очень кажется опасно, потому что в России на волне этой униженности, этой истерики, которая не за горами, истерить будут те самые, кто сегодня громче всех угрожает. Вот как бы России через 20-15 лет на волне этого не получить уже окончательный фашизм. Надеюсь, что до этого не дойдет. Надеюсь, что ее не ввергнут в ситуацию изоляции, и что репарации не приведут к ее полному истощению, и что нового похода на Украину в 1941 году не будет. То есть в вашем представлении это скорее 18-й год, не 45-й? Ну, началось в 14-м, я же говорю, русская история наглядна. В моем представлении это конец Первой мировой. Ну, так сказать, ее копия. Россия может выйти в революцию на этой волне, может. Другой вопрос, что никому хорошо от этой революции не будет. И больше того, я очень надеюсь на эволюционный сценарий. Если нет, то мы получим новую Германию в титаническом масштабе. За 20 лет они подберутся, отстроят нормальную армию, более нормальную, чем сейчас. И вот тогда миру может сильно не поздоровиться. Тогда давайте немножечко про историю с вами, раз уж мы выбираем между Первой и Второй мировой. Может быть, вы слышали эту новость, Дмитрий Львович, что собираются полностью убрать упоминание Украины и Киева из школьных учебников. Об этом сообщили несколько источников журналистам «Медиазоны». И, собственно, эта новость уже после распространилась. Как вам кажется, можно ли через учебники поменять историю и, может быть, даже как-то предопределить свое будущее, что ли? Нет, это нельзя. Это уже из области абсурда. И, понимаете, они много делают абсурдных вещей. Они, мало того, что они будут цензуру в школьном образовании, эти все пятиминутки ненависти, эти все требования, чтобы учителя размещали в сетях одобрение спецоперации. Все, что они делают сейчас со школьным образованием, начиная с регулярного исполнения гимна и заканчивая отменой Украины, это свидетельство того, что они доводят картину до совершенства. Ничего против этого я не имею, пускай доводят. Но я уверен, что этим, вот тут, знаете, такой парадоксальный эффект, мы вчера как раз об этом тоже с украинцами говорили в одном интервью, они могут воспитать железное поколение, потому что полноценный абсурд воспитывает в людях полноценную резистентность, глубокую сопротивляемость. Я хорошо помню советскую школу. Там столько врали, и врали такой ерунды,
что школьники отвечали на это садистскими частушками, анекдотами про пионеров-героев. Ну, вот эти все, это школа советского цинизма. Цинизм, двоемыслие – это развращает, но это лучше, чем единомыслие. Вот дарю замечательный афоризм: двоемыслие лучше, чем единомыслие. Да? Две головы лучше, чем одна. Поэтому это приведет не к фанатизму, это приведет к нарастанию цинизма, к диким анекдотам, к кощунствам, но это никак не приведет к укреплению имиджа страны и ее вождя. Воистину, вы самопровозглашенный министр оптимизма. Это я Дмитрию Львовичу рассказывала. Как... Но вообще надо бы нами провозглашенный. Давайте так, Дмитрий Львович. Да. Мы вас провозглашаем министром оптимизма. Мы — это не только я, но и чат. И давайте вот сейчас у нас есть немножечко времени, чтобы позадавать вам вопросы оттуда. Николай Гладков. Дмитрий Львович, как стать таким же, как вы, уметь формулировать мысли, быть патриотом и жить для России будущего? Кушайте больше, спортом не занимайтесь. Нет, на самом деле это неправда. Я занимаюсь очень активно, да и ем немного. Ну, просто, знаете, сказал же мне Андрей Кураев: праведники по Оригену воскреснут в сферических телах, а мы с вами уже. Это очень хорошо. Дед Максим вас спрашивает: Дмитрий Львович, что дороже, личная относительная безопасность или идея свободы? Классическое противопоставление взаимно обусловленных вещей. Никакой свободы без личной безопасности не бывает, потому что главная идея свободы – это идея неприкосновенности личности. Именно поэтому очень многие российские диссиденты, которые многим навязывают один конкретный образ жизни: иди, гадина, и жертвуй собой, они к свободе никакого отношения не имеют. На самом деле свобода и порядок – вещи взаимообусловлены. Разумеется, свобода выше безопасности только потому, что без безопасности выжить можно, а без свободы деградация неизбежна, ну как без кислорода. Но не нужно все время думать, что свобода требует жертвовать собой постоянно, напрягаться. Просто вы будьте свободным, живите свободным. Это не такая уж трудная задача. Ну, не нужно думать, что диссидентство – это трагический опыт. Вот Наум Ним, которому я от души желаю здоровья и благополучия, один из моих любимых писателей, как-то сказал: ну мы же на площади выходили не за них и не за вас. Мы выходили, чтобы не противно было бриться и смотреть в зеркало. Вот только из-за этого. А свобода – это эгоистическая такая история. Борьба за свободу – это борьба за то, чтобы было чем дышать. Вот и все. Лаванда Рохлова. Добрый вечер. Когда наступит момент не бояться и не молчать без риска для жизни? Вот видите, все у нас про свободу с вами, Дмитрий Львович. Так, понимаете, как бы сказать, вы сами можете приблизить этот момент, вообще-то, между нами говоря. Как только вы перестанете бояться и молчать, это постепенно начнет становиться всеобщей модой. Тут я просто хочу всем объяснить раз навсегда, чтобы эти вопросы прекратились. Ребята, эта ситуация заканчивается. Она быстро, еще раз говорю, горлом уже летит. Для тех, кто хочет на что-то претендовать в будущем, хотя бы на храбрость, хотя бы на приличного человека, не так много времени осталось определяться. Понимаете, 17 мгновений весны – это время, когда каждое мгновение уже на счету. Потому что 18 мгновение весны – это 9 мая. И вы уже определиться не успеете. Надо вот в одной из этих 17. Сейчас где-то 11 и 12. Да? А там всего 12 серий. Мы где-то в 9 в 10. Надо успеть, понимаете? Потом уже останется только сидеть на весенней земле и наглаживать ее руками. Ребята, определяйте сейчас. От этого зависит отношение к вам уже через 3 месяца. Наталья Галка. Грядет День Победы с парадами. Это к вопросу о 18 мгновении. Салютами, возложением цветов и прочими действиями. Как на это реагировать? Как на дань памяти вашим дедам. Это ваш день, это ваш случай. Поезжайте на кладбище, положите цветы, спойте песню «Нам нужна одна победа» или «Бери шинель, пошли домой». Государственное празднование на вас влиять не должно. Понимаете, мы же ходим в церковь на Пасху не потому, что государство от нас это требует, а потому, что мы идем сказать «Спасибо, что воскрес». Да, спасибо, что живой. Христос воскрес – это большой праздник. Ну и вот здесь имеет смысл также почтить память всех и сказать спасибо. А
как они там празднуют, это вас занимать не должно. Они оккупировали страну, проводят парад своей оккупации, но к вашим чувствам это никакого отношения не имеет, и к России настоящей, и к религиозной России тоже никакого. И последний вопрос от Светланы Смирновой. Зачем нам Путин, когда есть мир, демократия, свобода, Навальный? Хороший вопрос. На него есть совершенно конкретный ответ. Я люблю цитировать Нону Слепакову, моего литературного учителя, автора моей любимой пьесы «Кошка, которая гуляла сама по себе». И там в конце, там все сказали, там собака высказалась, кошка высказалась. Приходят два отрицательных героя, тигр и шакал. Они говорят: милый мальчик, иногда тебе было с нами страшно. Если бы тебе не было страшно, тебе бы не было так интересно. Это была программа «Честное слово» с Дмитрием Быковым. Надеюсь, всем было немножко страшно и очень интересно. Спасибо очень огромное. Интересно, да. Вернемся через неделю. Спасибо, пока. Договорились. У микрофона была Нина Русибашвили. Ждите продолжения разговора с Дмитрием Быковым. Мне кажется, у нас это оформляется в какую-то отдельную программу. Я не знаю, слышит ли сейчас меня Дмитрий Львович, но в любом случае я ему обязательно про это напишу. Спасибо большое за такие замечательные вопросы, дорогой чат. Мне кажется, что мы сегодня неплохо с вами поработали. Ставьте, пожалуйста, лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на YouTube-канал «Популярной политики». Тут много интересного. А вам всего доброго и пока.